Привет, друзья! Сегодня Германия снова в центре внимания. В Берлине звучат жесткие заявления против федерального правительства, а сам бургомистр Кай Вегнер требует реальных действий от канцлера Фридриха Мерца. Почему столица говорит о кризисе доверия? Но это лишь часть. В Тюрингии тысячи людей вышли на улицы праздновать День Святого Мартина. А в Бельгии зафиксированы загадочные дроны над атомной станцией. В Брюсселе обсуждают, как защитить Европу от новых угроз. Тем временем в Германии растут споры о миграции. Карстен Линнеман предлагает пересмотреть возвращение сирийских граждан, а социологи фиксируют изменение отношения немцев к климатической политике. И это еще не все. Тревожные цифры по безработице среди молодежи в Саксонии заставляют говорить о новой социальной проблеме. О всем этом я расскажу прямо сейчас, буквально за несколько минут. Итак, федеральное правительство бездействует. Так озаглавил свое резкое высказывание бургомистр Берлина Кай Вегнер. Он заявил, что власти Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем слишком медленно решат ключевые проблемы от жилья и безопасности до инфраструктуры и миграции. В интервью Вегнер отметил, цитата: «Мы видим, что страна находится в сложной ситуации, а меры остаются частичными и недостаточно активными». Он подчеркнул, что столица не может компенсировать промедление федерального центра, отсутствие стратегии и слабая координация ведут к росту недоверия граждан. Бургомистр привел данные о резком росте бездомности и нарастающем давлении на коммунальные службы Берлина. При этом, по его словам, федеральные программы все чаще оказываются недостаточными. Цитата: «Если центр не активизируется, столица, как и регионы, могут столкнуться с нехваткой внимания со стороны федеральных структур». Вегнер потребовал от правительства Мерца четкого плана действий и реальных сроков. Реакция в правительственных кругах последовали осторожные. Представители коалиции ХДС, ХСС признали наличие сложностей. Однако заметили, что федеральные меры в стадии разработки и требуют времени на реализацию. Тем не менее, заявление Вегнера стало отражением растущей неудовлетворенности среди городов земель и сигналом о том, что терпение регионов исчерпывается. Тем не менее, заявление Вегнера стало отражением растущей неудовлетворенности среди городов, земель и сигналом о том, что терпение регионов исчерпывается. Следующая новость – празднования в Германии. В федеральной земле Тюрингия прошли массовые мероприятия, посвященные Дню Святого Мартина. По данным властей, участие в праздничных шествиях приняли несколько тысяч человек. Акции состоялись в крупнейших городах региона – Эрфурте, Йене, Гере и Готте. Праздник организовали муниципальные администрации совместно с церковными и образовательными учреждениями. Центральное мероприятие прошло в Эрфурте, где после шествия состоялось традиционное представление о жизни святого Мартина и раздача хлеба участникам. Полиция сообщила, что все мероприятия прошли спокойно и без нарушения общественного порядка. Власти региона подчеркнули, что подобные события укрепляют местные традиции и социальное единство, особенно среди семей с детьми. Тюрингия остается, напомню, одним из немногих регионов Германии, где массовое шествие в честь Дня Святого Мартина сохраняет статус официальных культурных мероприятий. Следующая новость связана с обсуждением вопросов безопасности всей Европы. В Бельгии снова зафиксировали подозрительные пролеты дронов над стратегически важными объектами. На этот раз аппараты были замечены над, внимание, атомной электростанцией в районе Антверпена. Оператор объекта, энергетическая компания Engie, заявила, что деятельность станции не была нарушена, однако факт проникновения остается предметом особого внимания служб безопасности. Сообщается, что над площадкой электростанции было замечено 3 дрона. Полиция не раскрывает детали и не подтверждает, кто запускал аппараты. Вечером того же дня в аэропорту Льежа движение авиарейса было приостановлено примерно на час из-за обнаружения беспилотников. Различные источники говорят, аналогичные инциденты происходили и ранее над объектом Кляйне-Брогель, который связан с международными структурами безопасности, а также над аэропортами Брюсселя и Льежа. Власти Бельгии обратились за поддержкой Германии. Специалисты выражают обеспокоенность, участившиеся случаи появления беспилотников над ключевой инфраструктурой от атомных объектов до аэропортов создают дополнительные риски для безопасности. Комментаторы предупреждают, даже если пока инцидент не привел к аварии, меры по защите инфраструктуры необходимо совершенствовать как внутри страны, так и на уровне европейского взаимодействия.
Но на этом заявления политиков не заканчиваются. Секретарь партии Христианско-демократический союз Карстен Линнеман призвал расширить возвращение сирийских граждан из Германии. Он заявил, что нынешняя практика ограничивается только преступниками и лицами, представляющими угрозу безопасности, и назвал ее непоследовательной. По его мнению, долгосрочное пребывание сирийцев в Германии нуждается в пересмотре, так как ситуация в Сирии изменилась. Линнеман предложил ускорить переговоры с сирийскими властями для создания юридической базы возвращения и подчеркнул, что Германия может опираться на опыт Турции, где уже добровольно вернулись сотни тысяч сирийцев. Он отметил, что политика государства должна быть последовательной и распространяться не только на преступников, но и на всех сирийцев, чей статус пребывания в стране можно пересмотреть. Федеральное правительство Мерца пока придерживается более сдержанной позиции, возвращение ограничивается отдельными категориями, так как инфраструктура в Сирии еще все-таки разрушена, а риск для возвращения граждан остается высоким. Тем не менее, предложение Линнемана уже стало поводом для обсуждения внутри Христианско-демократического союза ХДС и других партий, открывая дискуссию о возможной корректировке миграционной политики Германии. И это только начало. Большинство немцев выражает несогласие с жесткими мерами по борьбе с изменением климата, которые обсуждает правительство Фридриха Мерца. Новые исследования показывают, внимание, что 69% граждан Германии не поддерживают запрет на производство и продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Почти такое же количество, 68%, против введения недельных ограничений на покупку мясных и молочных продуктов. Более половины опрошенных отвергают идею увеличения цен на авиабилеты на 50%, если это связано с климатическими мерами. Тем не менее, те, кто готов поддерживать государственные инициативы, ориентируются на личную выгоду и снижение финансовой нагрузки. Так, 69% одобряют субсидии на энергоэффективное жилье, 71% поддерживают инвестиции в немецкое производство, 69% считают правильным запретить одноразовый пластик и 66% считают необходимым повышение налогов для крупных компаний с высокими выбросами. Несмотря на критику конкретных ограничений, тревога по поводу глобального потепления остается. Внимание! 63% жителей Германии считают его серьезной угрозой. При этом почти половина уверена, что худшие последствия еще можно предотвратить, что говорит о сохраняющемся, но снижающемся пессимизме в обществе. Опрос явно показывает, что климатическая тема все-таки важна для немцев, но поддержка мер снижается, когда речь идет о реальных ограничениях, затрагивающих повседневную жизнь и бюджет граждан. А дальше еще интереснее. В федеральной земле Саксонии число молодых людей без работы стремительно растет. В октябре этого года официально зарегистрировано около 15 200 безработных в возрасте до 25 лет. Это на 8,5% больше, чем годом ранее и значительно выше общей динамики по региону. По словам Клауса Петера Хансена, главы регионального управления Федерального агентства по трудоустройству, причиной такого роста называют ослабление экономической активности предприятий, которая особенно сильно отражается на молодых сотрудниках без длительного стажа и опыта. При замедлении заказов предприятия реже берут новых работников и быстрее сокращают вновь принятых. Региональное ведомство подчеркивает, наличие профессионального диплома в среднем дает прибавку к доходу около 500 евро по сравнению с длительностью без квалификации. Несмотря на слабую конъюнктуру, специалисты все еще востребованы и завершенное обучение остается надежным преимуществом. Ситуация в Саксонии показывает, молодежь без образования и опыта сталкивается с дополнительными вызовами, и без своевременных шагов регион может почувствовать рост социальных и экономических трудностей. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.